Привет, я доктор Берг. В этом видео обсудим, как мужчинам повысить тестостерон. Итак, возраст сам по себе понижает тестостерон. К 40 годам тестостерон уже начинает снижаться. Его пик приходится на 18 лет. Многие при этом начинают принимать биоидентичные гормоны. Проблема с биоидентичными гормонами в том, что они деактивируют ваши собственные тестикулы и надпочечники, которые должны производить тестостерон. В итоге мы получаем проблему с уменьшением тестикул, а если слишком долго принимать эти гормоны, надпочечники отключаются. Симптомы низкого тестостерона — увеличение простаты. Иногда люди не понимают и говорят: «Я думал, от тестостерона простата увеличивается». Они говорят о более активной форме тестостерона под названием ДГТ. Ну, во-первых, если тестостерон вызывает увеличение простаты, а по мере старения у мужчин все чаще встречается увеличение простаты, то это противоречит тому, что при старении тестостерон падает. На самом же деле, из-за понижения тестостерона повышается количество эстрогена. Именно доминирование эстрогена в теле мужчин вызывает увеличение простаты. На самом деле, некоторые врачи применяют ДГТ, чтобы уменьшить простату. То есть высокий тестостерон оздоравливает простату и защищает ее от эстрогена. Уменьшение либидо, эректильная дисфункция, поскольку уменьшаются яички. Атрофия мышц. Трудно достичь тонуса мышц. Вы качаетесь, но не можете повысить мышечный тонус. Вы теряете коллаген, у вас появляются обвислости на теле, обвисает грудь и кожа из-за коллагена, падает энергичность, выпадают волосы на теле, даже, например, на икрах. Женоподобная грудь, высокий голос. Кроме этого, беспокоиться не о чем. В чем же причины этой проблемы? Первое. Избыток эстрогена. Он есть в мясе, в молочных и других продуктах, в ГМО-продуктах. Вот почему продукты должны быть органическими, без гормонов. Даже в источниках воды. В водопроводной воде есть эстроген, поэтому необходимо иметь фильтр и пить только фильтрованную воду. Большинство фильтров отфильтруют эстроген. Да, даже в водопроводной воде. Повреждение печени. Если у вас жирная печень, вы будете производить больше эстрогена, и это понизит тестостерон, к сожалению. Потребление алкоголя способствует повышению эстрогена. Это повысит уровень эстрогена и понизит тестостерон. Очень жаль, но это правда. Высокий инсулин. Инсулин из-за сахара, ночного жора, частых перекусов, когда вы после ужина продолжаете что-то есть, сидя и смотря телевизор. Это повышает инсулин и понижает тестостерон. Так что нужно есть 3 раза в день и все, лучше даже 2 раза в день. Низкожировые диеты тоже влияют. Медикаменты, статины, препараты от высокого давления, диабетические препараты. Эти 3 типа очень вредны для тестостерона. Еще бывает высокий уровень ароматазы. Это фермент в организме, он производится в надпочечниках и яичках. Он преобразует тестостерон в эстроген. Вы тут пытаетесь спасти свою последнюю каплю тестостерона, а этот проклятый фермент преобразовывает его в эстроген, и организм становится женоподобным. Есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы это пресечь. Первое. Это средство называется корень крапивы. Это ингибитор ароматазы. Цинк. Ингибитор ароматазы. Их можно принимать, чтобы подавить этот процесс, происходящий в теле, в печени. Оба средства хороши, их можно купить в специальных магазинах. Второй способ — поднять гормон роста. Он борется со старением. Гормон роста производится гипофизом и работает с помощью печени. Когда его уровень повышается, тестостерон идет вслед за ним. Гормон роста способны повысить несколько вещей. Съедайте умеренное небольшое количество белка в каждый прием пищи. Сон. Хорошо высыпайтесь. Уменьшите стресс, это улучшит сон. Интенсивные тренировки для всего тела. Это вызовет всплеск гормона роста, всплеск тестостерона. Становая тяга — лучшее упражнение для повышения тестостерона. Она задействует и верх, и низ тела, но нужно повышать нагрузку постепенно, чтобы не повредить спину.
Интервальное голодание. Оно также наладит инсулин. Ешьте не так часто, и это тоже поможет. Что интересно. Все дело в том, я не знаю, кому пришло в голову, что надо есть 3 раза в день или 6 раз в день. Надо есть, когда вы голодны. Если есть правильную еду, вы будете лучше насыщаться. Начнете тратить собственный жир и станете есть меньше. Но никогда не ешьте, если не голодны. Антиэстрогенные продукты. Это крестоцветные. Кейл, брокколи, брюссельская и кочанная капуста. Они очень-очень важны, чтобы избавиться от эстрогена, так как, возможно, именно эстроген мешает вашему тестостерону. Если вы хотите чем-то усилить эффект, у меня есть цельнопищевая добавка из крестоцветных. Тут все крестоцветные. Принимайте от 3 до 6 штук в день. И это поможет вам увеличить потребление крестоцветных. Еще вам нужно снизить кортизол. Кортизол — гормон стресса из надпочечников. Он во многом зависит от того, сколько вы спите, а еще от солнца. У одного парня выпирал живот. Все, что он сделал, съездил во Флориду, побыл недельку на солнце, и живот просто исчез. Удивительно. Большое количество солнечного света понижает кортизол, что также поможет уменьшить живот. Вот еще одно средство. Да, зимой можно принимать витамин D, но если удастся побыть на солнце, это поможет снизить кортизол. Вот вам несколько советов о том, как помочь с тестостероном. Оставляйте комментарии. Спасибо за просмотр.